последнее время все очень сильно качают бицепс. А вот это моя любимая ручка. За допинг ли я или против? Я скажу, ребята, как это не парадоксально звучит. Let's go. Help you. This is intended order to be rendered. Crackle static send to the dead thoughts discord. Shift language channel descended. Render normal unknown corroded. Weaponized white noise. Перед тем, как включать какой-то СФП, я всегда разогреваю ОФП. То есть идет нагрузка на большие группы мышц, потом на маленькие. Получается, ты загоняешь кровь, разогреваешься. И после этого упражнений даже на маленькие группы мышц, они немножко более эффективны. Ну, плюс к тому же ты просто разогретый, ты чувствуешь себя хорошо. Поэтому это must have. Если ты уже конкретно знаешь, когда дата поединка, и знаешь именно, на кого ты готовишься, то достаточно 2-3 месяца, чтобы отшлифовать форму и добавить конкретные, например, конкретные упражнения, которые нужны именно под этого соперника. И самое важное – это желание. Желание вообще всегда самое важное. А вот это моя любимая ручка. Это реально кусочек трубы, согнутый в уголок пластиковый. И лямка, которая по параметрам абсолютно соответствует той лямке, которой мы боремся за столом. И почему она моя любимая? Потому что, когда, как я и говорил, ты стремишься найти свое самое эффективное упражнение для развития своей самой сильной стороны, ты пробуешь все. И она хороша тем, что она включает и пальцы, и кисть. И если ты стремишься выбивать сопернику кисть, как бы при борьбе верхом, так сказать, топ-роллом, то она эффективно создает натяжку в оптимальных местах, как это создает соперник, когда ты борешься с ним в лямках. Вот такие вот простые народные способы развития своей максимальной силы. Сейчас покажу ее в действии. Но это еще не все. В этой ручке появился старший брат, который выполняет те же задачи, но уже как бы немножко уровнем выше. И старший брат этой ручки, он выглядит вот так вот. Это реально макет руки, в котором в середине такая же, абсолютно такая же труба, но здесь уже полная имитация руки. То есть ты закрываешь большой палец, тут ты не можешь, как и в реальной жизни, закрыть до конца, тут есть определенный объем, который, в принципе, и важен. И лямки идут по-разному, тут она идет чуть-чуть пошире, но задача в нее та же. То есть, если посмотрите, если кто-то потянет, или нагрузка потянет за лямку, то ручка стремится заходить в крюк. Причем делает это очень быстро, моментально. Вот это вот движение, вот, которое вы сейчас наблюдаете, оно реально очень сильно похоже на то движение, которое делает крюковик, который на старте максимально заскакивает вперед и закручивает кисть, который вас ловит, то есть зная, что вы верховик и будете бороться в верховую борьбу. Ну и, честно, она очень приятная. Она как будто просится, чтобы на ней потренировались, потому что это реальный объем. Ты чувствуешь руку соперника. Я могу тебе сказать про участников топ-8. Предыдущий состав уже в курсе, что больше всех хинкали может сесть Рустам Бабаев, который сейчас борется в категории 95, но он сел больше, чем Ливан, что вообще очень удивительно, больше, чем я. И как бы он не больше нас, но больше сел хинкали. Вот это занимательный факт. В рубрику «Занимательные факты» о участниках топ-8. Евгений — это парень, который вообще мега разносторонний, мега талантливый. То есть это человек-актер, которого там в голове целый космос и мир творится. И при этом он очень умный парень, он может как бы ставить перед собой задачу воплощать себя в ту роль, которую нужно, которая больше всего подходит для победителя. То есть он в принципе натренировался хорошо быть победителем. Очень много побед за ним, и при этом он такой очень интересная личность. Тим Бреснон — это человек, который показывает нам, что возраст вообще не помеха в армрестлинге. Дима Трубин — это
очень одаренный спортсмен, очень такой коммуникабельный, такая душа компании, то есть он, как говорится, все умеет. Если надо сварить где-то что-то с варкой, если надо шашлык классный приготовить, если нужно о чем-то обсудить, поговорить, то вот Дима, он такой, короче, он душа компании, веселый, добродушный и чертовски сильный. Ну а Дэйв Чейфи — это человек, которому не просто так дали никнейм «Танк». Дэйв — это, ну, реально сила, очень большая сила, такая брутальная, мощная, который когда-то выиграл в крутом классном поединке с Денисом Цыпленковым, когда Денис был абсолютно на топе, ну, как бы номер один в мире армрестлинга. То есть он вот этим показал, кем он есть. Он стабилен, он мощный, он как танк. Вот реально, стабильность и мощность — это про Дэйва. Виталик — это человек, который с юниоров в армрестлинге, который вырос в этом виде спорта, вырос и в высоту, и вырос качественно. Очень тоже компанейский, классный спортсмен и как человек тоже замечательный. И он тоже, наверное, один из самых высокотехничных. То есть он человек, который, мне кажется, чуть ли не раньше всех начал задавать вопросы, как длинную руку худую превратить в руку, которую не сможет остановить почти никто в мире. А Костадинов — это как человек, который, как экзамен, который нужно пройти. Ну а Ливан — это не просто так Хаук, это человек генетически очень сильно одаренный, мощный, но при этом очень умный. То есть он начал себе развивать свой талант, свою максимальную силу и понял, как быть сильнее, потому что одно дело быть большим и просто сильным, а другое дело быть сильным армрестлером. И я сейчас думаю, что Ливан — это номер один в мире, который задает темп, который как локомотив двигает весь наш состав, весь наш поезд вперед стремительно. Он задает планку, куда нужно стремиться, насколько нужно быть сильным, насколько нужно быть техничным. И мы все как вот за ним гонимся, хотим его победить. А он сейчас номер один. Номер один must have начинающего и не только начинающего армрестлера, потому что на ней можно делать уйму всего. Даже рассказывать не буду, я уверен, что все знают, насколько много упражнений на ней можно делать. То есть можно делать чистый замок, получается, держа кисть и создавая нагрузку, которая пытается кисть раскрыть. Можно чуть-чуть у себя упростить задачу и поставить вот так вот как бы в петлю руку. При этом тут уже молотковая нагрузка на бицепс идет. И можно как работать самим, так сказать, молотком, так уже и включая плечо, и включая корпус, в принципе, даже ноги. Это очень важно. Чем больше больших и сильных групп мышц ты моментально включаешь во время борьбы, после команды Ready Go, тем ты вот в этой позиции и сильнее. И вот как вначале я сказал, почему вот в принципе нужен регулируемый блок, то есть если он есть, это плюс. Потому что с помощью его ты можешь поменять угол и выставить конкретный угол, допустим, или выше, или ниже, под свою руку и даже под своего соперника. В зависимости от того, ты знаешь, ты будешь стартовать с соперником, которого рука немножко ниже, за счет того, что у него предплечье короче. Или наоборот, ты знаешь, что у твоего соперника очень длинное предплечье, захват будет повыше, и тебе нужно как бы тренироваться именно в том положении, как бы на той высоте, на которой будет происходить захват в реальных условиях. И плюс к тому же просто поворотом стола и смещением стола ты можешь отрегулировать, насколько ты хочешь в рабочем моменте со старта включить больше бок или больше молоток. Если меняя ручку, ты можешь одновременно, что ты хочешь включить, или больше кисти, или больше пальцы, или больше замок кисти, или ты хочешь статику подержать. То есть пробовать нужно все. Это на самом деле еще и не все. Это, так сказать, минимальный набор, который минимальный и оптимально нужный. Так ручек намного больше, и если ты собираешься на конкретную тренировку, то в принципе у тебя их может быть вот под конкретную тренировку, может быть больше или меньше, но вот то, что вы видите, то есть это немного. А вот она, та, которая сейчас пойдет в ход. Вот даже сейчас я сконцентрировался на пальцах и опять забыл про корпус, то есть не выставил его по высоте, не выставил его по фронту. А это, в принципе, уже очень важно, потому что если ты наработаешь
двигательный рефлекс и, так сказать, двигательный стереотип, то ты после этого становишься за стол, вообще не задумываясь. Ты на автомате стал и сделал все как надо. Поэтому, в принципе, и на тренировках, если уже вот именно СПП, то есть специализированную физическую подготовку, когда мы делаем, то нужно стараться уже выставляться правильно и оптимально. Очень часто спрашивают, назови 5, 3 или 10. А хочется назвать именно сколько хочется. Если взять вообще вот так over the top всех, и это был Джон Брезент. То есть он и тогда был силен, он и сейчас еще в нашем спорте, и я его поставлю на первое место. На втором месте, ну не на втором месте, вот кого сейчас, первый, кто приходит на ум, то это, наверное, Ричард Любкус. Потому что он сверхтяж, он мощный, он невероятный, он в своем возрасте сильнее всего мира, то есть в своем возрасте, который, можно сказать, он уже сейчас старше, и он все равно настолько силен. Я помню, когда он боролся с Денисом, Денис был непобедимым, невероятно сильным, и Ричард показал, что он может с ним бороться. То есть вот этим он запомнился. Кого бы я сюда еще добавил? Я бы добавил, в принципе, вот такую новую гвардию американскую. То есть это Девон Лорат, который как библиотека армрестлинга, как лицо мирового армрестлинга, потому что он больше всего в плане медиальности и медийности вложил в этот спорт. И если взять наших, то это же, конечно, Денис Цыпленков, это же, конечно, такой спортсмен, которого с нами сейчас нет и очень сильно не хватает, это Андрей Пушкарь. Андрей, особенно я его, как бы, естественно, знал лично, мы общались, и он всегда внушал благородство в этот вид спорта. То есть он там, где, возможно, не хватало или техники, или силы, он характером брал. Он брал характером, не поддавался, не сдавался и боролся до конца, шел до конца в этом спорте. И на самом деле, ребята, честно, многих можно называть. Вот многих. И в других категориях я бы хотел бы не только сверхтяжей перечислять, но реально спорт растет. То есть раньше, возможно, когда-то это была вот одна пятерка. Там, ты называешь пятерку и все, а остальных уже как бы не сильно знаешь. А сейчас, ты думаешь, в каждой стране есть свой лидер, так сказать, который всем есть примером, задает темп. И, понятное дело, на мировой арене, независимо от той федерации, где ты стартуешь, или в топ-8, или в King of the Table, или ты стартуешь в ВАУ, или ты стартуешь даже в ВАФ. То есть везде есть ребята, на которых равняются. И вот я думаю, каждый, кто вот сильнее, который запоминается кому-то, вот на него и равняются. В последнее время все очень сильно качают бицепс. Вот реально это как мантра, все ее повторяют. То есть все качают бицепс. И опять, как я уже говорил, то есть кто-то сделал это, кто-то другой повторяет и не до конца иногда понимает, какова цель того или иного упражнения, даже если это бицепс. Бицепс армрестлерский, он отличается от других бицепсов. У нас задача, опять-таки, вот есть сначала цель, например, создать жесткий, сильный угол. Такой угол, который нам не откроют, а мы с помощью этого угла открываем угол сопернику. Будь то или в крюках, то есть даже если это глубокий круг, или, допустим, просто конкретная позиция, что нужно, чтобы этот круг не растягивался дальше определенной точки. Или, например, точно так же, если ты борешься верхом, то есть у тебя угол на молоток тоже должен быть жесткий. То есть мы именно вот эту цель реализуем путем наших тренировок. Хорошо. Вот хорошее ощущение, когда мышца сама именно просится поработать, и ты ей даешь этот вес, именно прочувствовать. Ребята, армрестлеры меня поймут, приятные чувства от хорошей нагрузки. Это кайф. В принципе, мы как армрестлеры всегда вот стараемся что-то добавить. И здесь возможности добавки есть. Либо толстый гриб, фат-гриб, который еще и крутится. И таким образом можно больше кисть включать и больше нагрузка на кисть. А есть еще вот такой прикольный хват. Он, в принципе, не в каждом зале есть. Но если есть, то хорошо. А если нету, то можно даже самому сделать. Он отличается тем, что вот когда вот его берешь, опять-таки то же, что вот там с досточкой мы делали, идет максимальная нагрузка на открытие пальцев. То есть нужно больше пальцами держать.
И, в принципе, это тоже вот как с таких базовых упражнений, не специализации, а базовых, оно тоже очень хорошо. Вот это очень классный вопрос. Мне он нравится. Топовый, самый сильный, в самой своей лучшей форме Денис против Ливана, который вот тоже сейчас вот в самой своей лучшей форме. И в чем интерес этого вопроса? Потому что Денис, когда он стартовал, он был самым сильным. Он выигрывал все, что хотел выигрывать. То есть у него была мотивация достаточно, и ему не нужно было еще быть сильнее, там, скажем, в 1,5 или 2 раза, чтобы выигрывать, потому что он и так был на голову выше всех. Он все выигрывал и на левую, и на правую, когда мы говорим именно про его лучшую форму. Сейчас то же самое у Ливана. То есть Ливан тренируется, он самый сильный, но если бы надо было, если бы кто-то ему дышал в затылок, то он бы тренировался еще больше. И если бы взять их двоих, обоих в один момент времени, и у них бы была бы мотивация быть максимально сильным. И я тогда думаю, что этот поединок мог бы быть непредсказуемым. А если вы спросите сейчас, то, как я уже сказал, то есть армрестлинг сегодняшнего дня, он сильнее, он техничнее, он более научно продвинутый, чем армрестлинг предыдущих годов. Этот спорт развивается, это нормально, потому что каждый спорт развивается, и поэтому, как я сказал, я верю в то, что сегодняшний чемпион, он как бы вот самый лучший и самый качественный вот представитель этого спорта. То есть спорт идет по эволюции, и вот на данный момент мы видим вершину этой эволюции. А дальше будет лучше, дальше будет больше. В идеальном мире круто было бы, если бы мы могли говорить правду искреннюю про все. Я скажу так, допинг в профессиональном спорте существует. Тот, кто это отрицает, тот просто лукавит. Или он не искренен, или он не может быть искренен, потому что есть какие-то причины. Но за допинг ли я или против, я скажу, ребята, как это ни парадоксально звучит, я не за допинг. Почему? Ответ очень простой. Потому что если вы взять чемпионскую, допустим, какую-то группу ребят, которые самые сильные, то они самые сильные и с допингом, и без. То есть в нашем спорте, и мне это очень нравится, важнее и главнее талант. То есть если он у тебя есть, и ты его открыл, и ты его развил, то ты вот, например, вот настолько силен. У тебя есть определенная сила. Допинг дает возможность быстрее восстанавливаться, допинг дает возможность быстрее прогрессировать. Вы знаете, что, ребята, кофе, кофеин — это допинг. А иногда встаешь с утра, и ты сонный, и ты выпиваешь кофе. То есть это допинг. Ты принял допинг. Это препарат, кофеин, который содержится в списках запрещенных препаратов. Но ты быстрее проснулся, быстрее пошел или на работу, или выпил предтренировочный какой-то комплекс, и ты занимаешься более эффективно. Надо понимать, что это нужно делать все с умом. И есть какие-то знания открытые, есть какие-то закрытые. Я категорически против всего того, что идет во вред здоровью. И если говорить только про армрестлинг, то мне очень сильно нравится, что здесь на сегодняшний день решает все-таки талант, умение его открыть и развивать. То есть это не так, что ты пришел с улицы, ты обычный парень, ты взял волшебную какую-то таблетку, которая потом тебе и боком вылезет, и ты стал сильнее там Ливана Сагинашвили или Виталика Валетина. Спасибо большое всем за внимание. Рад был быть увиден вами. Ребята, занимайтесь спортом, будьте здоровы, подписывайтесь на канал и смотрите Armbest TV. Всем силы спорта и армрестлинга. Help you, this is intended order to be rendered. Crackle static send to dead thought discord. Shift language channel descended. Render normal unknown corroded. Weaponized white noise.